Друзья, доброе утро, с вами Михаил. Сегодня 24 мая и новое направление в очередной раз в моих обзорах, соответственно, и новый аэропорт тоже. Это ли не замечательно? Конечно, это замечательно. Сегодня я лечу в Оренбург, авиакомпания Red Wings, которая радует новыми направлениями. В 8 утра вылет, прилет в 9:35. То есть 1 час 35 минут по расписанию время в пути должно составить. В Оренбурге время такое же, как и в Екатеринбурге. Летим на суперджете. Погода сейчас в Екатеринбурге неплохая. Сейчас где-то 7 час утра и что-то около 20 градусов. Вот небольшой ветерочек может быть. Поэтому на всякий случай прошу прощения за задувание. Сейчас традиционно утренний разлет, и давайте пойдем в чистую зону и посмотрим, сколько там самолетов, каких авиакомпаний, вообще сколько пассажиров с утра летают в будни, а именно сегодня, в понедельник, еще раз скажу, 24 мая. Билеты у Red Wings на распродаже были что-то около 1000 рублей. Flight for Belarus 6 to Moscow City, Hanover Airport has finished. Авиакомпании Red Wings 435 в Новосибирск. Посадка на рейс закончена. В чистой зоне есть магазины сувенирной продукции, продуктовые магазины. Вот здесь торговая галерея, она стала меньше наполовину магазинов. То есть половина магазинов вообще ушла. Вместо них сейчас стоят кресла.
Добрый день. Мы рады приветствовать вас на борту самолета Суперджет, вылетающего рейса номер 1049 по маршруту Екатеринбург-Оренбург. Расчетное время пути до Оренбурга составит 1 час 10 минут. Кабинный экипаж Кристина и Андрей желают вам приятного полета. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Red Kings Airlines and Mordavia Airlines, we're glad to welcome you on board Russian regional jet, flight number 1049 from Yekaterinburg to Orenburg. The flight time to Orenburg will be 1 hour 10 minutes. Our cabin crew Christina and Andrew wish you a pleasant flight. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. Выходы расположены справа и слева в передней и хвостовой частях самолета. Our aircraft has 4 emergency exits. They are located on the left and right in the front and rear parts of the aircraft. Все аварийные выходы оборудованы надувными трапами и обозначены световым табло выход. All emergency exits are equipped with inflatable slides and marked with an exit sign. Световая дорожка указывает направление к аварийным выходам. The escape path lighting along the aisle directs you to emergency exits. Обратите внимание на выходы, расположенные рядом с вами. Please note the exit nearest to you. В случае эвакуации необходимо оставить ручную кладь на борту воздушного судна. Leave all gear and luggage behind during the emergency evacuation. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло «Застегнуть ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Pull it out tightly. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift up the buckle cover. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выпадают из отсеков над вами. При появлении маски резко потяните ее на себя. Прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите, потянув за тесьму, дышите нормально. Сначала обеспечьте кислородом себя, затем помогите вашему ребенку или другим пассажирам. In case of decompression, oxygen mask will be dropped from the units above. When you see the mask, pull it towards you and place the oxygen mask over your nose and mouth. Fix it with the straps and breathe normally. Put on your mask first and then assist to your child or other passengers. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Your life vest is located under your seat. По команде экипажа достаньте жилет, наденьте его через голову. When you hear the command, put on the life vest over your head. Протяните тесьму назад, застегните под жилетом и туго затяните. Pull the tapes around your waist, fasten and tighten them under the vest. Чтобы надуть жилет, резко потяните за красные дырки. To inflate your life vest, pull down the red tags. Поддуть жилет можно, используя клапаны поддува. It can be also inflated by blowing to the tubes. Лампочка включается при контакте с водой. The signal lamp illuminates the water. Не надувайте жилет в салоне, так как это затруднит покидание самолета. For the fastest evacuation, do not inflate your life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться со спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Изучите ее внимательно. Благодарим за внимание. More detailed information on emergency equipment you can get from the passenger briefing card, which is located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, our plane is ready for takeoff. Please make sure that your seatbelts are fastened and tightened, your buckles in the upright position, and to a good stop. Enjoy your flight.
Карта меню размещена в кармане кресла перед. Оплата производится за наличный и безналичный расчет. Спасибо за внимание. Ladies and gentlemen, now we start the sailboat without remaining items in equipment. Southern South Reach, resource and time. The flight is located with spoken in front of you. Please note you can pay in English or by card. Thank you. Мы находимся около хвостовой станции бортпроводника. Здесь у нас на панели вентиляция, подогрев и увеличение. Соответственно, сейчас увеличена у нас теплая погода, комфортная температура, и не требуется ничего лишнего. Это уровень воды в самолете, то есть почти полный. У нас впереди 2 рейса, и как раз хватит на оба рейса, конечно. А это уровень какой воды? Уровень питьевой воды. Питьевая вода загружается, заливается в специальные баки. Да, у нас 200 литров в самолете бак с питьевой водой. Она предназначена для горячих напитков, для кофемейкера, для повседневных вкусов на самолете. Что мы еще видим на панели? Здесь у нас кнопочка тестирования, то есть если опять лампочка перегорит, можно протестировать. Нажать, загораются на земле все кнопки, и мы поймем, что что-то перегорело. Какая-то светодиод вышел из строя, например. Далее это рабочее освещение. Мы можем сейчас протестировать. Очень приятное освещение, тут оно очень плавно включается, выключается. На самолетах более раннего поколения оно резко включается и выключается, что не совсем иногда в ночное время бывает удобно, приятно для глаз. Такое постепенно. Кнопок мы можем в салоне регулировать свет, мы сейчас не будем проверять, там отдыхают пассажиры. И, собственно, вся панель. А это что за... А это значок ГСС, гражданский самолет СПЛ. Наш логотип. Передняя станция, она чуть-чуть более функциональная. Начнем с системы мультимедиа. С помощью нее мы можем К сожалению, музыка у нас не загружена. Ну, можно загрузить сюда музыку, и будет приятный звук во время посадки пассажиров. Высадки. Надеюсь, что в скором времени у нас будет музыка. Также здесь записаны все наши информации голосовые, которые мужчина читает приятным голосом. То есть мы можем выбирать, включать. Это упрощает работу бортпроводника, когда нам нужно, например, встречать пассажиров, мы включаем информацию, голос, запись читается, и мы в это время приветствуем пассажиров на входе. Здесь у нас система связи по самолету. Ну, собственно, она на всех самолетах однотипная, тут ничего нового я вам не могу сказать. Ну и здесь тоже регуляция регулирование температуры в салоне. Сейчас она средняя стоит, комфортная. В зимнее время мы немножко потеплее делаем, в летнее прохладнее. Также освещение салона, это освещение потолка Sailing Lights и боковое Sidewall Lights. Мы сейчас тоже его трогать не будем, пассажиры наши уважаемые отдыхают. И обогрев кухни. Интересная очень функция на сухом. На Airbus не на всех, и на Боингах есть. Здесь очень удобно для бортпроводников. Идет поток теплого воздуха из этого отверстия. И по всему салону и уходит в дверь. То есть в зимнее время, когда прохладная температура, мы включаем его, и
создаем очень комфортную температуру для бортпроводников. Спасибо инженерам Сухого, подумали о нас. Далее. Это наше рабочее освещение. В темное время, когда надо читать информацию, освещение. Не очень удобно. Ты сидишь здесь и читаешь информацию, тебя освещает сверху. И также освещение нашей кухни. Он также регулируется очень плавно. Можно выбирать множество режимов, которые нам удобно. Остальные функции имеют техническую особенность. Я сейчас вам не смогу их уточнить. В основном не пользуется технический персонал. Наземный? Да, наземный. Ну, это, наверное, для проверок систем Да, самолета. да. Сброс. Это проверка системы детектора дыма в туалете. Мы тестируем, мы сейчас не будем тестировать, она имеет громкое пищание. Это система на звук, это отключение звука, тест, а это сброс полностью всей системы. То есть она имеет такую же, как в хвосте, такой же алгоритм действий. Все лампочки загораются и звуковые проверяются сигналы. То есть на случай, если перегорит какая-то лампочка, мы можем сразу протестировать, проверить здесь. С масками. Так, по правой стороне глушитель. Микрофоны и так далее.
Господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты, спинка кресла в вертикальном положении, а столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our plane is ready for landing. Please make sure that your seatbelts are fastened and tightened, your backrest in the upright position, and your jetpack is stowed. Thank you. воздуха в районе аэропорта плюс 22 градуса. Просим вас оставаться на своих местах до выключения дополнительных снегов. Мы благодарим вас за полет компании Red и будем рады новой встрече с вами. Желаем вам хорошего дня. Ladies and gentlemen, our has just landed in Orenburg City. We arrived at 20 minutes ahead of schedule. The local time is 9:11 a.m. The air temperature is 22 degrees above zero. We ask you to remain seated until the passing close sign is turned. Thank you for flying the British Airlines. Have a nice day.
Спасибо за рейс. Всего доброго. Внимание! Среди встречающих рейс 1049 из Барселоны выдачи багажа будет производиться за билеты, оставленные на вокзальной площади. Не похоже, да? Не похоже. Здесь, да. Все купила, а ты бросила. Все, кто пришел, знаешь? Так, друзья, добрался в Оренбург. Здесь очень жарко. Все нормально, отлично долетели, даже раньше расписания. Снимать можно. Рекомендую посетить этот аэропорт Оренбурга. Вот так он выглядит. Более подробную экскурсию сделаем на уже вылете в следующий раз. Все, всем пока!